Дождь барабанил по окнам, словно пытался пробиться внутрь. На обочине трассы Москва-Питер, среди потока машин и отражений фар, тускло светилась вывеска старого придорожного кафе у Любы. Запах кофе, жареного теста и бензина смешивался в знакомый, немного грубый, но уютный аромат. Внутри было тихо. За дальним столом ужинали двое дальнобойщиков. У стойки скучала барменша Люба. В углу, рядом с окном, сидела девушка, Анна, вся промокшая после дождя. Она сняла куртку, повесила на спинку стула и обхватила ладонями чашку чая, будто пытаясь отогреться не только телом, но и душой. Анна ждала брата, Романа, байкера из мотоклуба в Твери. Он обещал заехать, как только закончит дела. Она знала, если сказал «приедет», но на душе было тревожно. Дверь вдруг распахнулась, влетели трое парней. Пахло пивом, сигаретами и дешевым одеколоном. Те самые, кого в деревне обходят стороной. Один, высокий, с короткой стрижкой, заметил Анну. «Глянь, парня, какая красавица сидит!» Анна отвернулась к окну. «Эй, ты чё, гордая?» — усмехнулся другой, приближаясь. «Может, составим компанию?» «Нет, спасибо. Я жду брата», — спокойно ответила она. «Принца на мотоцикле, что ли?» — хохотнули они. Люба выглянула из-за стойки, нахмурилась. Знала их. Пару раз уже полиция приезжала из Твери после их развлечений. «Ребята, отстаньте от нее», — бросила она. «Сиди молча», — буркнул старший и схватил Анну за руку. Она выдернула ладонь. «Не трогайте меня». «Ой, смотри-ка, огрызается». Ухмыльнулся он и дернул ее за рукав. Ткань треснула. Анна вскрикнула, отскочила, но те только засмеялись. Один потянулся снова, и в тот же момент снаружи раздался рокот мотора. Гул был такой, будто дорога задрожала. За окном вспыхнули фары, и у кафе остановился черный Харли Дэвидсон. Водитель снял шлем, короткие волосы, холодный взгляд. Дверь распахнулась, и в зал вошел Роман. Он осмотрел помещение, взгляд мгновенно нашел сестру. Разорванная рубашка, слезы, лицо застыло. «Кто?» — тихо спросил он. «А ты кто такой?» — хмыкнул один из хулиганов. «Герой на байке? Мы просто шутим». Роман шагнул ближе. Воздух будто сгустился. Я спросил, кто тронул ее. «Пошел ты». Не успел договорить. Роман схватил его за ворот и швырнул на стол. Посуда разлетелась. Второй кинулся на него, но Роман встретил удар локтем, коротко, профессионально. Третий, побледнев, выскочил наружу. Первый лежал на полу, задыхаясь. «Еще раз коснешься женщины, неважно где, я тебя найду. Понял?» Тот кивнул, не смея поднять глаза. Роман подошел к сестре, набросил на нее свою куртку. «Все, поехали домой», — тихо сказал он. Люба дрожащими руками собирала осколки. В кафе стояла тишина, в воздухе пахло кофе и страхом. «Ром, может, не надо в полицию? Они же местные», — робко начала Люба. «Пусть лучше у них начнется, чем у кого-то еще», — холодно ответил он. Он позвонил в дежурную часть. Кафе у Любы, трасса М10. Трое пьяных, нападение на девушку. Один задержан. Срочно. Анна стояла рядом, все еще дрожа. «Я думала, ты не успеешь». «Я всегда успеваю», — ответил Роман. Через полчаса приехала полиция. Старший лейтенант выслушал всех, записал показания. Люба подтвердила все, что видела. «Заявление писать будете?» — спросил он. Анна колебалась, но Роман твердо сказал: «Будем. И доведем до конца». Когда все закончилось, Люба поставила